Привет, дорогие друзья! Привет, любі друзі! Hello, everyone! Сегодня видео, просмотр для всіх українців та для усіх, кого цікавить доля українців та України. Сегодня я хотела записать видео, просмотр, который я делаю обычно, просмотр городов или просмотр стран. Вот сегодня я хочу просмотреть всю Украину, украинцев, вибрацию, энергетики, что происходит с людьми, что происходит с страной. В общем, это очень такое волнующее для меня тоже видео. Вы знаете, что я украинка. Хотя я считаю, что я человек мира, человек этой планеты. И вообще, то есть я не могу сказать, что я принадлежу какого-то места. Такова моя судьба, такова моя природа. Я жила уже в 6 странах, а жизнь, мне кажется, еще только начинается. Вот. И сегодня я хотіла усе це відео зробити на українській мові, але ви маєте поважати, що я не проживаю вже багато часу на Україні. Я дуже часто туди подорожую, бо там живе моя родина. Я вперше розмовляю українською мовою, бо у Туреччині, звісно, я не розмовляю. Я багато читаю, дивлюся відео. Усі мої друзі розмовляють українською, навіть моя родина, але мені це дуже важко. Поэтому я попрошу вас прощения, все украинцы, если вам это будет сложно, но в любом случае я сегодня это сделаю видео на украинском, на русском, на украинском, может быть, какие-то слова будут проскакивать, это в любом случае будет из потока что-то идти. В общем, сегодня мы будем просматривать энергетику Украины, энергетика городов, энергетика стран. Ну что, поехали. И вы знаете, хотела начать видео с того, что я думала, где записать. Я сегодня проснулась, сегодня, видите, какая ясная погода, давно не было. Такой штиль, ясная погода. И я поняла, просто сегодня проснулась, я поняла, я сегодня записываю видео про Украину. Я просто это сегодня поняла. И вот это вот у меня есть такая прекрасная вещица, вот хорошо сфокусировалась, видите, подсолнечник из бисера. Я купила это на ярмарке 2 или 3 года назад. И, в общем, она у меня в машине уже много лет. Это такой мой талисман, который мне напоминает Украину. Я его не ношу, но он такой очень тяжелый, его сложно прикрепить к одежде. Но, кстати, я сейчас на это видео попробую, наверное, это сделать, чтобы все-таки это было как-то очень символично. Вот, мне кажется, получилось, но как-то не в том месте. Ну ладно, лучше буду держать это в руках. Вы знаете, что мне, когда я смотрю, мне что-то теребить иногда приятно. Ну, в общем, друзья, поехали, очень много лирики. Сразу к делу. Я хотела сказать, начнем с того, что я, когда думала сегодня, я поняла, что я запишу это видео, я тут же сразу, когда собиралась, сегодня у меня среда, день йоги, я поняла, что у меня есть это время, час сделать этот просмотр, и у меня все внутри заклокотало. Разберем почему. Но самое главное, я всегда, когда записываю видео, вы знаете, я записываю их не дома, особенно такие просмотры, а в тех местах, которые вот мне подсказывает моя душа, да, и я в этот раз посмотрела, я не могла найти, где бы место мне записать, никакое мне не приходило в голову, я поняла, что буду записывать такой просмотр первый раз в машине. И знаете почему? Потому что украинцам пришлось очень многим поменять свою судьбу, очень много переездов, перемещений, очень многие люди ко мне обращаются за просмотрами, куда переехать, когда, стоит ли переезжать и так далее. И сама я, собственно, я человек-кочевник, я украинка, и я уехала из Украины в 2009 году. Так сложилась моя судьба, да, но я чувствовала, что мне пора уезжать, не потому что я там бросаю свою страну и не люблю, я очень люблю Украину. Но когда приезжаю в Украину, у меня происходит такой full connection, и я перед тем, как началась война, я знала, что начнется война, я проехала всю Украину. Я сказала мужу, на месяц мы едем в Украину, мы месяц ездили по Украине, путешествовали. Я прям чувствовала, что я должна побыть в каждом городе. Представляете, такое было ощущение. Поэтому я очень скучаю по Украине, скучаю по своим приездам туда, скучаю по своей семье, которая там живет в городе Харьков. Вот. Поэтому сегодня я записываю видео из машины. Я почувствовала, что сегодня для всех украинцев, которые в дороге, и я человек-украинец, который тоже уже в дороге целых 20 лет, вот. Просто многие уехали, когда война подтолкнули, или когда там революция, или когда какие-то первые события. Но я, поскольку очень многие события предчувствую, да, со мной происходят вот эти, на опережение. Я иду впереди каких-то таких вот моментов, потому что люди видят что-то уже на материальном плане, а я ощущаю какие-то события на энергетическом плане. Поэтому происходят вот такие вот изменения. Ну, в общем, друзья, сегодня я хочу посмотреть
Первое, как обычно, мы начинаем наше видео, да, сколько людей, украинцев в данный момент, да, в целом вся страна уже перешли в новое измерение, повысили свои вибрации. То есть я хочу посмотреть, сколько уже кристаллически чистых людей, которые уже живут совершенно в других энергии, да, в другой вибрации, как я это смотрю. В общем, смотрим, все, кто уже перешли в новое измерение, живут совершенно в другой энергетике. Сколько процентов? 5-6%. О май гад. Вы представляете? И вот вы должны понять, что это видео не будет монтироваться. Это будет выложено видео, как обычно, в том виде, которое оно есть. И я уже, вы знаете, сколько я уже смотрела городов. Я смотрю для себя. Так вот, 5-6% уже людей перешло в новое измерение. Вы можете себе это представить? Это что-то невероятное. Я просто не могу в это поверить. У меня просто прям перехватило дыхание. Представляете, 5-6%. Я еще никакой город не смотрела и не было. Я вот когда сейчас смотрю, я вижу, что мне показывают, что где-то вот Америка, Южная Америка, какие-то есть точки, города очень сильные. И там до 10-12% людей таких живет. Что это означает? Вот давайте, значит, 5-6%, где-то даже 7 я вижу. И я почему-то, мне кажется, 7-8. То есть, видимо, до конца года, в ближайшие месяцы, очень большой будет переход людей. Очень много людей будут очищаться и освобождаться, и переходить вообще в новые ощущения своей жизни. То есть свет будет очень сильно в нем, прям очень быстро, знаете, такие вспышки прям в людях происходят, так вспышки я вижу. То есть очень многие люди приходят к такому просветлению очень быстро сейчас. Дальше посмотрим. Люди, которые переживают сейчас трансформацию. Значит, таких сейчас людей 55-60%, которые живут в трансформации. Вот. И сколько людей находятся в такой деградации, и в целом они сейчас пока не близки, то есть они в таком невежестве пока живут, и у них пока низкие материальные энергетика такая, скажем так, 3D-мир, которую так называют. Вот. Ну, 15-20%, но я вижу, что 18%, вот почему-то мне показывают цифру 18% из этих людей таки совершат этот переход. То есть люди, которые совершенно не зайдут в этот переход, их практически нету на Украине. Представляете? Если сравнить это с теми просмотрами, которые я делала про Турцию, про Англию, про Катар совсем недавно, я уверена, что сделаю очень много других стран. В общем, это, конечно, шокирует. И мне это очень приятно слышать. Я, в принципе, это всегда знала, но вы должны понимать, что я этот просмотр делаю с вами в онлайн. Я не буду его монтировать, это будет видео выложено так, как оно есть, чтобы вы были со мной в одном потоке, и вы понимали, что здесь нет никаких нарезок, это просто просмотр онлайн вместе с вами. То есть очень много людей переходят сейчас в новое измерение очень быстро. Давайте посмотрим, сколько же до войны было людей, которые уже были, ну, как бы, скажем так, давайте возьмем 22 год, все-таки вот эти 2-3 года возьмем. Сколько людей, 21-22 год, даже, допустим, давайте с 20 года, 4 года возьмем, сравним 4 года, потом до войны и вот сейчас. В 2020 году было где-то меньше 1% людей, которые уже такие были просветленные, чистые, кристаллические. Когда началась война, было 1,5%. То есть, представляете, вот за время войны, до войны такое вот шло развитие людей, духовное развитие людей, как оно шло медленно. И когда начались тяжелые обстоятельства, когда началась война, которая заставляет людей, вот как мы смотрели в Катаре, я вам показывала, да, то есть люди живут очень богатой, очень благополучной жизнью с виду. Но она вся вокруг материальных ценностей. То есть там, я вам рассказывала, да, вы посмотрите видео, по-моему, было 1-2%. То есть я не запоминаю, когда смотрю в потоке, информация идет, и мне точно даже нужно потом видео пересматривать. Вот. А в Украине вы представляете, какие цифры? И в Турции я смотрела, таких цифр нету. Это невероятно. Что это означает? Что вся эта цена, которую сейчас Украина платит за все события, которые происходят, она не просто так. То есть люди проживают, на самом деле, очень большие изменения. Люди проходят свои самые важные уроки по ускоренному режиме. То есть нигде на планете сейчас нету таких вот... Вы можете там сказать, ну можно же не проходить такие трагедии, можно же не проживать такие тяжелые обстоятельства. Но вы не скажите, это не так. Иногда нужно проживать очень тяжелые жизненные обстоятельства, и только тогда человек начинает ценить жизнь, начинает понимать, что не только повседневными делами я хочу заниматься, а что-то еще про себя узнавать.
В общем, мне сейчас очень тяжело записывать это видео. Честно, я не ожидала. Я записывала уже много раз это видео, но у меня просто... Мне прям хочется плакать, честно сказать, потому что я просто сейчас соприкоснулась с энергией Украины, и мне очень трепетно и радостно, с одной стороны. Я понимаю, что проживают люди, как им тяжело. И я сама проходила, прежде чем... Вы понимаете, что у меня есть определенные способности. И все, что я сейчас имею, у этого была очень большая цена. Очень большая цена. И я понимаю, что у людей, украинцев, которые сейчас проживают, они становятся очень чистыми, светлыми людьми. В их сердцах, в их душе вся тьма уходит. Все старые программы уходят. Идет огромная зачистка. Понимаете? И это, конечно, колоссальная перетурбация, колоссальная внутренняя работа через кровь и слезы, но там происходит такое очищение, не могу вам это сказать, просто поделиться я не могу сказать, как это просто захватывает. В общем, такие вот вещи в Украине сейчас происходят. Люди очень сильно меняются. Давайте посмотрим в целом. Сейчас многие меня спрашивают, уезжать или оставаться. Какие здесь есть нюансы? Кому стоит уезжать, кому стоит оставаться в данный момент? Вы знаете, мне кажется, что все люди, которые уже уехали, они уже сделали этот выбор. Но сейчас уезжать многим людям, я смотрю, совершенно нету такого желания. То есть многие даже, я смотрю, кто вернулись, они иногда или ездят, приезжают, уезжают, и живут такой кочевнической жизнью, вошли в этот такой во вкус, и что-то, знаете, берут оттуда. То есть такими становятся тоже людьми мира. То есть что хорошо в Украине, что сейчас многие люди становятся людьми мира. Они понимают ценность, важность других менталитетов. В общем, это колоссально. На самом деле изменения, но вообще я хотела все это видео посмотреть только ради того, чтобы просто вообще ошеломиться, что какое количество просветленных людей сейчас в Украине спустя всех этих событий. Вы можете себе представить? Я, наверное, вырежу какой-то кусок этого видео, потому что мне просто нужно зависнуть это и переварить вообще этот восторг. И просто аплодисменты всей Украины. Ребята, просто это огромный труд. Это, я знаю, что это цена жизни и цена разлук, цена потерь. Но, к сожалению, мир так устроен, что люди начинают меняться, что-то ценить только когда им становится тяжело, они что-то теряют. А когда все хорошо, благополучно, люди, это, к сожалению, человеческая природа так устроена, не ценят, не благодарны судьбе и не умеют, понимаете, быть счастливыми, радостными, просто где-то сейчас что есть. Даже когда у тебя нет, быть счастливым. Я этому когда-то научилась в свое время. Когда у тебя вообще ничего нету, быть счастливым независимо от чего. Это очень сложно, это очень большой урок, и очень многие люди этому проходят. Даже особенно, когда ты остаешься один. Даже в одиночестве, в полном одиночестве, все равно оставаться счастливым и чувствовать, что у тебя есть ангелы-хранители, наставники, они тебя приведут. Поэтому все, кто думает, уезжать из Украины сейчас или нет, я думаю, что все, кто хотел, кто уехал, а кто не уезжают, поверьте, они находят свою силу сейчас, самое большое место силы в Украине. И украинцы, ребята, я вас очень люблю, я с вами, я обязательно скоро приеду в гости. Вот. Знаете, столько я смотрела вопросов про Стамбул, про все остальные города. Я не знаю, что просмотреть про Украину. Вы знаете, я просто вижу, что это место, где, знаете, сквозь кровь и слезы, мне прям все время это идет, и происходит перерождение очень многих людей. И дети рождаются, насколько кристаллически чистые рождаются сейчас дети. Это, конечно, удивительно. Вы можете сказать, что война, тяжелые обстоятельства, но я вижу, что энергетика у людей, у маленьких детей сейчас, которые рождаются, просто невероятная. Вы увидите, через 5-6 лет эти дети, они будут делать невероятные вещи. Они будут вокруг себя такие трансформации просто закручивать, просто своим присутствием, просто тем, что они существуют. Просто тем, что они вот идут по улице, и мир будет просто подсвечиваться за счет них, такие огоньки-фонарики. И не зря сейчас украинцы, то есть они проходят эту трансформацию, они ездят по миру, то есть они разносят этот свет. И я такой же человек, такой же, как и эта часть украинцев, которая уже прошла эту трансформацию. И поверьте, вот те украинцы, которые сейчас проходят трансформацию, вот эти, я сказала, 60, 55, 60% людей, у этих людей сейчас такие перевороты в судьбах, просто невероятные. То есть смена работы, смена места жительства, смена вообще своего мировоззрения. Все это в очень короткий промежуток происходит. Все это очень сжато. Я вижу, что для некоторых людей очень это болезненно, где-то для половины, но половина действительно осознанно проходит эти перемены и с благодарностью в душе, то есть благодарностью к Богу, что так происходит.
В общем, удивительно. Давайте посмотрим в целом энергетику Украины от 1 до 10, да, как я смотрю обычно. 20-й год, потом довоенный до полномасштабного, да, и сейчас. Но вот энергетика была где-то до 20-й год 3-4 балла, то есть достаточно низкие такие вибрации были в целом. До войны 5-6, потому что люди уже чувствовали, что наклевываются перемены, и все готовило, то есть Вселенная уже готовила к этим изменениям. Но тут еще была коронавирус тоже сделал большую такую зачистку, очень много людей заставил задуматься о многих вещах. Вот, и сейчас я уже вижу, что где-то сейчас, если посмотреть частоту энергетики по всей стране в целом, да, среднее такое возьмем, 7, 8, 9 баллов, это вообще, конечно, уникально. Вы представляете, место, где разбомблены десятки сел и городов, где люди умирают, где постоянно есть, ну, жуткие вещи происходят, вы знаете, у нас в Украине. Вот. Но насколько чистая энергетика. А что понимается энергетика, когда есть сострадание, когда есть вера, когда есть надежда, когда есть поддержку друг другу. Вы понимаете? Это очень удивительные вещи на самом деле происходят. Я не знала, каким будет это видео. Не знаю, мне очень сложно говорить. Потому что я сейчас соприкоснулась со всей Украиной, будто ее обнимаю, и я прям чувствую просто чувство каждого человека, который сейчас там живет. Вот, и мне просто очень радостно. Друзья, мне с одной стороны очень грустно, а мне с другой стороны мне очень радостно. Украина, я вас очень люблю Украину, и я знаю, что момент этой трансформации, которая для многих людей кажется сейчас очень сложным и тяжелым, поверьте, вы его пройдете. И все будет очень здорово, все будет очень классно. В общем, наверное, все на сегодня. Такое будет короткое видео, потому что оно невероятное. Оно невероятное просто осознание того, что украинцы сейчас одни из первопроходцев просто на этой планете, которые совершают невероятные вещи. Вот. В Украине одно из самых чистых сейчас и светлых именно вот у людей в сердцах, в энергетике, вы должны понять. Поэтому не люди должны уезжать из Украины, а многим людям из мира нужно и стоит переезжать в Украину, чтобы почувствовать эту энергетику. В общем, это видео, наверное, на этом закончим. Я не буду больше ничего просматривать. Мне кажется, этого достаточно. Это восхитительно. Всем спасибо. Слава Украине. Героям слава. Друзья, наверное, его по скриптам. Я еду, я не могу сдержать слез. Мы записываем обязательно вторую часть. Вы можете оставить свои вопросы, которые хотите. Я все по Украине запишу, но сегодня просто не могу. У меня просто смешанные такие чувства боли и радости. Боль от того, что я понимаю, какой ценой происходит эта трансформация, и радость от того, что украинцы просто невероятные. Ну, то есть я не могу это даже передать. У меня, знаете, ощущение, я даже за себя, когда радуюсь, оборачиваюсь на судьбу, мне кажется, такой ценой иногда такие простые вещи давались. Неужели нельзя было по-другому? Получается, что нельзя. В общем, спасибо. Всім дякую, дуже дякую за те, що ви це робите, за те, що ми це робимо разом. И спасибо всем, кто смотрел это видео. Я думаю, что для Украины, по Украине, и вообще про энергетику Украины, про ситуацию я запишу второе видео, когда я просто переварю. У меня этот шок, я не могла себе представить, что такие цифры. Вот. У меня огромная гордость за Украину, за украинцев, ребят. Огромная. И я сделаю обязательно второе видео. Вы можете оставить даже вопросы, что просмотреть по Украине. Я прям каждый вопрос сделаю большое видео, разберу. Поэтому напишите любые свои вопросы по Украине. Украинцы, все люди мира, кто захочет, я все обязательно просмотрю. Но это будет вторая часть сегодня. Я уже чувствую, что я просто не могу. Мне нужно все это просто переварить и всю эту боль, потому что я сейчас, вы должны понимать, что я просто сейчас, соприкоснулась с полем Украины, и у меня просто, у меня в сердце просто все сжалось. Я от этой боли у меня просто
с трудом сдерживаю слезы, и с другой стороны у меня радость и улыбка, потому что это победа, то есть люди побеждают себя, победа над собой, победа над старыми программами, победа над старым миром невероятная, вы просто не представляете, какое быстрое происходит. Иногда вот это, знаете, быстро, но болезненно, это просто, знаете, как выкорчевывание старых гнилых корней. Знаете, как я помню, картошку мы в детстве вот это пололи, старые гнилые клубни, их просто вот это с лопатой прям выкорчевываешь. Это происходит сейчас по всему миру, просто в Украине в таком, знаете, в усиленном таком режиме. Ну, в общем, всем пока, всем спасибо, с вами была Ева. Я обязательно запишу по Украине вторую часть. Всем пока. Папа, люблю вас. Целую, цьомаю. Всім доброго дня. До побачення.